Среднебюджетный смарт-телевизор на операционной системе Android TV 11 с Direct LED-экраном и разрешением 4K Ultra HD. Данная модель имеет металлический корпус, минимальные рамки, качественную цветопередачу, поддержку ALLM технологии, HDR режима, большое количество портов и разъемов, удобный Bluetooth пульт дистанционного управления. Это только малая часть того, что из себя представляет телевизор под названием HLED 55BU7006. Но чем хороша данная модель и чем она плохая, я сейчас вам, разумеется, расскажу. Благо, продается она практически везде. Но по поводу телевизоров заранее, при любом раскладе, всегда вы идете в магазин и смотрите и сравниваете, какой вам больше понравится. Перейдем же к обзору. Распаковка. Поставляется данный телек в коробке из плотного картона. На ней есть краткие характеристики, изображение и название модели. Все как у всех. Пакинг максимально обыкновенный, устройство надежно зафиксировано в упаковке. Одному, правда, распаковать данный телевизор будет проблематично. Но возможно. В комплекте мы имеем телек, V-образные металлические ножки для телевизора, руководство пользователя, гарантийный талон, батарейки, пульт ДУ и съемный кабель питания. Сам телевизор упакован в пленку и пришел целый без повреждений. Вес модели 15 килограммов, а габариты без подставки 1226 на 709 на 89 миллиметров. Расстояние между ножками 1100 миллиметров. Вес слегка больше, чем у других телевизоров в этой ценовой категории. 7 обзоров в неделю выгружаю, ежемесячно разыгрываю 5 Mi Band 7 серии за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Помимо этого еще разыгрывается смартфон Honor Magic 5 Ultimate по условиям, которые вы можете узнать в ролике по ссылке в описании. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок взаимопомощи и мой личный телеграм-канал, там много всего полезного. Все розыгрыши 30 числа каждого месяца на стриме. Перейдем же к телевизору. Полетели. Корпус матовый, большая часть корпуса выполнена из металла, а также есть вставки из прочного пластика. Дизайн устройства неплохой, рамки минимальные. Я бы даже сказал, что он выглядит хорошо, учитывая стоимость. Установить данную модель можно, используя ножки или повесив его на кронштейн веса 200 на 200 мм. В обоих случаях телевизор хорошо вписывается в интерьер квартиры, но вот ножки без регулировки расстояния, что очень даже неудобно. Так что полку, подставку или что-то подобное нужно будет присматривать, опираясь исключительно на вышеуказанное мною расстояние. Сборка устройства хорошая, качество материалов отличное. На корпусе расположили разъем под питание, блок питания встроенный. В рабочем режиме энергопотребление 160 Вт, а в режиме ожидания пол ватта. Далее есть 3 HDMI порта версии 2.1, один из которых ARC, 2 разъема USB-A версии 2.0, разъем RG45 под интернет, разъем AV, оптический разъем CL+, PCMCIA и 2 входа под антенну. С тыльной части телевизора есть одна кнопка включения-выключения, а для полноценного управления имеется Bluetooth пульт DU. Он удобный, этот пульт, и в руке лежит комфортно. Выполнен пульт из матового пластика, на нем есть стандартные кнопки управления, а также кнопки для быстрого перехода к таким сервисам, как YouTube, Netflix, промо-видео и Google Play. В пульте есть встроенный микрофон, а телевизор поддерживает Google Ассистента, и вызвать его можно, нажав на соответствующую кнопку. Сборка у пульта хорошая, если не брать во внимание кнопку ОК. Она имеет небольшой люфт. Летим дальше. Телевизор использует Direct LED подсветку, экран имеет разрешение 3840 на 2160 пикселей, 4К Ultra HD и VA-матрицу. Диагональ 55 дюймов, соотношение сторон 16 к 9, покрытие экрана глянцевое, но при этом сильных бликов я не встречал за время использования. Яркость стандартная 350 кандел на метр квадратный. Для подобного телевизора такой яркости достаточно. Контрастность 5000 к 1. Углы обзора 178 градусов по горизонтали и вертикали, но по факту они не столь хорошие. При просмотре видеоконтента под разными углами контраст ухудшается, да и цвет тускнеет. Частота обновления экрана 60 Гц. Качество картинки хорошее, но, как по мне, только в режиме HDR. Цветопередача приятная. Темные участки выглядят неплохо, по остальным цветам больших претензий нет. В плане плавности движения не так все радужно, так как картинка слегка дерганая, в основном это можно заметить в динамических сценах. Из интересного на борту это шумоподавление, HDR режим, ALLM режим, режим низкого уровня синего света, настройка гаммы, цветовой температуры, настройка баланса белого, детальная настройка цветопередачи и так далее. Но хотел бы отметить, что на настройку цветопередачи данная модель откликается не столь корректно, как хотелось бы, если говорить о просмотре в SDR. А это видео на YouTube, телеканалы, онлайн-кинотеатры и так далее. Грубо говоря, чем пользуется большинство. А если использовать флешку и не сжатый файл, в целом все довольно хорошо. Заметна эта проблема в ярких сценах, к примеру, могут быть сильные засветы на коже актера. Далее, для вывода звука данная модель оснащена 2 динамиками с суммарной мощностью в 20 Вт и поддержкой Dolby Atmos. Звучание приятное,
приятная, но объемности по мне не хватает. Динамики громкие, хорошо, что можно настроить звучание, используя разные предустановки звука и вспомогательные функции. Открывать настройки изображения и видео можно поверх любого приложения, к примеру, во время просмотра фильма. Перейдем к железу. Операционная система здесь Android TV 11, ядра Cortex A53, встроенной памяти на борту 8 ГБ, а доступно 4,3 ГБ. Оперативной памяти 1,5 ГБ, имеется поддержка двухдиапазонного Wi-Fi и Bluetooth. Интерфейс удобный, есть две основные вкладки. На главной странице верхней части находятся установленные приложения, а ниже есть подборки из разных киносервисов, и не только. Во вкладке приложения находятся установленные приложения. К слову, устанавливать приложение можно через Google Play, браузер или через флеш-накопитель. Из полезного есть быстрый доступ к Google поиску, родительский контроль, подключение с помощью DLNA, Chromecast Built-in, таймер сна, функция Time Shift. Упорядочить приложение на главном экране можно, да и в целом настроек более чем достаточно. Если сравнивать с Google TV, то данная операционная система, как по мне, более гибкая и удобная. Для игр использовать данный телевизор я бы не стал, только если для файтингов в кругу друзей. А вот для шутеров или чего-то подобного, по мне, он вообще не подойдет. Конечно, если вам не важно, что данный телевизор поддерживает только 60 Гц и в играх цветопередача не столь насыщенная, то можно играть во что угодно. Минусы: качество звука хоть и неплохое, но хотелось бы больше объема. Я встречал у телевизоров за эту стоимость лучший звук. Нет возможности регулировать расстояние между ножек, это редко встречается. У меня соневский, допустим, есть. Там этого нет и в Huawei-евском. Нет поддержки Dolby Vision, нет технологии MEMC, проблема с настройкой цветопередачи при просмотре видеоконтента в SDR. Резюмирую. Телевизор LED 55BU7006, учитывая стоимость, хороший смарт-телевизор с качественной картинкой и операционной системой. Конкретно негативных эмоций использование данной модели у меня не вызвало, но повторяю, что телевизоров просто море, магазинов море. Приходите, смотрите, где вам больше нравится картинка, где больше нравится пульт, где у вас операционная система, по вашему мнению, за эти же деньги меньше тормозит, а потом приходите домой, заказываете все это в интернете подешевле в каком-нибудь ритейле. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок взаимопомощи, мой личный телеграм-канал по ссылкам в описании. Цену можете посмотреть также по ссылке в описании. От меня, Девайсуда, добра и удачи вам, дорогие друзья.